Друзья, всем огромный привет! Представляю мастер-класс, как заготовить еду на неделю и облегчить себе жизнь. Данное количество полуфабрикатов заготовлено из 2 куриц. Да-да. Надеюсь, что мастер-класс вам пригодится. Чтобы не потерять новое видео, подписывайся, ставь лайк. Впереди у нас еще много интересных рецептов. У меня раньше было на канале подобное видео из 2 куриц. Я решил повторить мастер-класс и заготовить новые полуфабрикаты. Я использую 2 курицы. Если ваша семья больше или меньше, кратно увеличивайте или уменьшайте количество тушек. А теперь по стоимости. Куры я покупала по 145 рублей за килограмм. Одна тушка весит 2 килограмма 800 с лишним, а другая почти 2 800. Общая сумма за куры вышла 800 рублей. Покупала у мясника. И еще напишите в комментариях нынче стоимость мяса кур в вашем городе. Теперь перейдем к заготовкам. Первым делом отрезаю крылья, ножки, спинку. Также с другой курочкой внутреннюю часть спинки очищаю от остатков, режу на 2 части и по позвоночнику. Я так обычно режу, чтобы занимало меньше места в морозилке, если убираю на заморозку. Но этого делать не обязательно, если отправляете сразу на бульон. А после расчленения тушек все суповые части курицы помещаю в кастрюлю, отправляю вариться на бульон чуть больше часа. То есть буду готовить холодец. Отделяем филе от грудной кости. Кости тоже отправляю в кастрюлю. Вес филе одной курочки выходит 858 грамм плюс-минус. Теперь каждое филе режу на небольшие кусочки, подготовлю на фарш. Забыла сказать, что все части курицы после разделки я хорошо промываю под краном. В бульон добавляю соль, перемешиваю и оставляю дальше вариться. Теперь займемся ножками. Голени отделяю от бедрышек. С бедрышек удаляю все кости. Теперь мелко нарезаю мякоть бедрышек. Нарезанную мякоть отправляю в миску. Позже вернемся к нему. С голени аккуратно спускаем чулки до конца, то есть шкурку. Эту же шкурку обматываем на конец ножки, закрепляем зубочисткой. То же самое проделаем со всеми ножками. А чтобы промазать ножки, готовим маринад. Соль, паприку, масло растительное, зернистую горчицу. Вместо томатной пасты я добавляю измельченный замороженный помидор. Все это перемешиваю. На каждой ножке делаем надрез крест-накрест. Ножки обильно промазываем маринадом со всех сторон. Шкурку не трогаем. Сверху можно слегка поперчить. У меня смесь перцев и орегано. Кладете на удобную дощечку, если вы будете замораживать, или сразу же запекаете в духовке. Растительным маслом промазываю нижнюю часть, где шкурка,
и посыпаю сверху кунжутом. Такие эффектные ножки вы можете готовить и на праздничный стол. Теперь возвращаемся к нарезанной мякоти от бедрышек. К этой мякоти отправляю тертый сыр, соль, немного масла, смесь сушеных овощей. Можно заменить любой другой приправой, майонез и перемешиваю. Чтобы после разморозки отправить сразу запекаться, на пергаментной бумаге я формирую круглые котлеты. Сверху посыпайте панировочными сухарями. Можно сразу отправить в духовку или на заморозку. Крылышки посыпать солью, специями, соевым соусом. Тщательно втереть сухие ингредиенты в крылышки. Лук режу на 4 части. К луку я добавляю замороженный болгарский перец, помидор, замороженный нарезанный помидор. Можно зелень по желанию. Добавляем соль, перец. Все это хорошенько перемешиваем. Две части помещаю в рукав для запекания. Делаю 2 порции запеканки. К овощам отправляю по 2 крылышки. Концы рукава завязываем. Обе заготовки помещаю в лоток для заморозки и отправляю на заморозку. После разморозки можно добавить еще нарезанный картофель и запекать. Теперь возвращаемся к куриному филе. Нарезанную куриную грудку прокручиваю на мясорубке. Беру небольшое количество куриного фарша, добавляю соль, специи, майонез, перемешиваю. Теперь формирую круглые небольшие котлетки. Обваливаю в панировочных сухарях. Кладу в лоток для заморозки и с помощью ложки в середине делаю такое небольшое углубление. В каждую котлету в середину кладу тертый сыр. Теперь отправляю на заморозку. В
В другую часть фарша добавляю соль, специи, зеленый лук. Зеленый лук у меня закончился, я добавляю сушеный зеленый лук. Паприку, перец, все перемешиваем. Можно еще и зелень по желанию. Берем пергаментную бумагу, отрезаем листы и складываем бумагу гармошкой. Немного отступая от края, завязываем концы, оставляем хвостики. Раскрываем в середине, формируем такие лодочки. Туда кладем нарезанный лук. Правда, я забыла положить еще кружочки помидоров замороженных, было бы лучше для сочности. Кладем фарш. Сверху посыпаю сухариками. Перед запеканием сухарики сразу не кладите. Их лучше класть во время запекания за 5 минут до готовности. Посыпайте сухариками, сверху тертым сыром и отправляйте обратно в духовку на 5 минут. А сейчас я посыпала сухариками, чтобы наглядно показать, как это все будет выглядеть. Заготовки кладу в лоток и на заморозку. Суповой набор уже готов. Вытаскиваем мясо из бульона. Будем готовить холодец. Бульон процеживаю. Желатин растворяйте, как указано на упаковке. Дальше отделяем мясо от костей. Готовый желатин добавляем в бульон. Разогреваем бульон на плите, не доводя до закипания. Мясо немного измельчаю. Бульон еще раз процеживаем. Добавляю соль, специи, чеснок. Хорошенько перемешиваю. На дно формочек кладем немного зелени, сверху кладем мясо. Это все заливаем сверху бульоном. Это все я отправляю на заморозку. После заморозки достаю из формочек, убираю в пакеты и кладу обратно в морозильник. Чтобы разморозить холодец, достаю из морозилки, ставите в холодильник на ночь. Постепенное размораживание займет не менее суток. Из 2 куриц получились вот такие заготовки для будущих блюд. Покупать тушки целиком это всегда выгоднее, чем окорочка, крылышки, грудки, суповые наборы по отдельности. И не расстраивайтесь, если что-то не получается с первого раза. С опытом все будет получаться идеально быстро. Как дальше готовить все эти полуфабрикаты, я обязательно выложу на канале короткое видео. Поэтому подписываемся, включаем колокольчик и не забудьте про лайки за моей стороны для вас. Всем спасибо за просмотр. Приятно быть полезной. Не стесняйтесь задавать вопросы в комментариях. Постараюсь всем ответить. Пока-пока.